Владелец, конечно, этого не слышит. Слышу я, как это все дело стучит. Я решил вам показать, что действительно на данном коленвалу есть стук, особенно в поршневых пальцах. Много объяснять не надо, даже измерять ничего не надо. Видно, как это гуляет. Вот таким вот образом. И то же самое здесь. Я надеюсь, хорошо видно. И у нас имеется еще вот такая ситуация, как стук на поршневых пальцах. Может, звук не так слышно, но здесь необходимо произвести замену. Есть еще одна проблема. Это мы видим данный сальничек. Данный сальничек у нас давал пропуски, выбивало из-под него в обратную сторону, подсасывало. И, естественно, его необходимо заменить. Вот в таком вот виде у нас верхний сальник по коленвалу. То есть здесь, как видим, у нас все мокрое и последствия характерные. Следующий сальник, который вышел у нас из строя, это центральный. Он здесь практически ничего не держит. У нас просто здесь вот в таком формате уже просто занимает место. Его необходимо заменить. Тот же самый стук на поршневых пальцах. Чем дольше мотор работает в режиме холостого хода для нагрева, тем громче он стучит. Видим, что здесь попадала вода, позадирала, соответственно, и обе гильзы. Здесь сальничек выглядит уже совсем не так уж и плохо, но он тоже имеет местами некоторые подпропуски. И да. Здесь видно даже, что водичка у нас стояла именно в одном положении. Подзаржавели подшипники, которые необходимо заменить. И то же самое у нас по центральному сальнику. Тот же самый стук. Вот так вот. То есть поршневые пальцы у нас отстукивают. Здесь сальничек в идеальном состоянии. Центральный точно так же уже болтается. Отсюда у нас происходит перепад давления между двух каналов, и мотор работает нестабильно. Слегка подзадраны поршня, попадала сюда водичка, намыла очень хорошо. Образец японского поршня с пальцем 2007 года. Постоянно на сухую его туда запендюривать не стоит, но, по крайней мере, он не вывалится. Делаем аналогичное то же самое. Старый поршневой палец, новый поршень. Берем новый поршневой палец, который точно так же вываливается. Самое элементарное, почему разбивает все посадки на поршневых пальцах, на подшипниках, выводит из строя даже шариковые подшипники, это момент детонации. К моменту детонации у нас, как мы знаем, относится, мы не берем сейчас качество изготовления, мы говорим о детонации. К моменту детонации у нас относится в первую очередь настройка момента зажигания, качество топлива, качество масла. Ну и, естественно, последующие все факторы, которые у нас прописаны в регламенте, как избежать детонации, о которых я уже говорил ранее. Факты: штука упрямая, штука полезная и штука необходимая. Почему? Потому что вот это все отмывается, это все ремонтируется, и при настроенном зажигании, при установке клапана в шланг нашего блока, вот так вот выглядит наш блок. Сюда устанавливается клапан,
который пропускную способность снизу гонит наверх. И наши подшипнички, особенно верхний подшипничек, остается живым и максимально в смазочке. За 30-50 моточасов, конечно, подшипники не умрут. Но, как показывает, опять же, практика, один сезон на воде с ненастроенным мотором, с голоданием по смазке верхнего подшипника приводит к еще дополнительным затратам. На сегодня, наверное, все. Всем спасибо. Гусар на связи. Завален я сейчас максимальным количеством как китайской, так и японской техники на разборку, на ремонт, на восстановление. Всем спасибо. Всем пока.